Ну вот, 40 дней прошло с тех пор, как любимой Эльвирочки не стало. В общем-то, ее уход не был шоком для всех родных и мужа Ильи. Все было ожидаемо. Даже после химиотерапии Эля так и не поправилась. Худела лежа на кровати, еле шевелилась. Глаза впали, губы шептали. Илья метался между женой и работой. Да какая тут была работа, если все валилось из рук? В общем, не стало Эли. Илья мыл на кухне посуду после гостей, убирать ему помогала лучшая подруга Эльвиры. 5-летняя Даша уже спала в своей кроватке, поэтому Илья с Олей изредка перешептывались между собой по бытовым вопросам. «Илюш, куда стаканчики поставить?» «В шкафчик за стекло». В голове Ильи крутился недавний разговор с тещей, Верой Николаевной. То, что она сказала ему 2 часа назад, стало для Ильи настоящим шоком, чем-то нереальным, будто ему во сне все это привиделось. Хотелось все это рассказать Оле, но он боялся услышать то же самое и от нее. Вдруг Оля подтвердит версию тещи, и если это была правда, то такого удара Илья точно не перенесет. Теща не взлюбила зятя с самого начала, даже когда они с Эльвирой еще встречались. Ее все не устраивало в Илье, и все по мелочам. Он среднего роста, работает сварщиком, не верит в Бога, какой-то нерешительный в своих действиях. Илья действительно не верил в Бога, он был атеистом. Ростом Илья невысокого, это потому, что родители у него такие же. Работа сварщика ему нравилась. Ну а то, что он нерешительный, так это личное мнение тещи. Илья сам всегда пороги врачей оббивал, чтобы хоть как-то продлить жизнь любимой жены. Но больше всего тещу задевало то, что зять пришел на все готовенькое. Бывшая свекровь Веры Николаевны оставила внучке в наследство свою 2-комнатную квартиру, а точнее Эле и ее мужу, о чем она сообщила на их свадьбе. Старушка сама находилась одной ногой на том свете, вот и приняла такое решение. Прожила после свадьбы еще 2 месяца и отправилась в мир иной. Супруги переехали, нужен ремонт, новую мебель, решили, что неплохо было бы Илье заработать на вахте, ну хотя бы раз. Илья уехал, а по приезду его ожидало радостное событие. Эля беременна. «Ну, зятек, тебе просто свезло», — иронично говорила теща. «Жизнь у тебя как по заказу». Только семейное счастье было недолгим. Почти год назад у Эли обнаружили опухоль. Диагноз был неутешительный – рак. Она лечилась, боролась, но все тщетно. 4-летняя Даша будто бы все понимала и старалась не говорить с мамой о плохом. Наоборот, она старалась как-то рассмешить маму, но та только слабо улыбалась. Даже когда маму хоронили, то она не плакала, несмотря на то, что бабушка пыталась выдавить у нее хотя бы слезинку. «Бедная моя внученька, сиротинушкой стала», — причитала Вера Николаевна. «Стала мама ангелочком на небесах». Но на 9-й день, когда все собрались у тещи, то она уже рассуждала по-деловому. Там Илья от Эли осталась цепочка золотая с крестиком, а еще серьги в виде сердечек и браслет. Пусть они достанутся Наташе. От старшей сестре к младшей перейдет. Так, и еще, надо посмотреть, какие там ее вещи остались. Что же им пропадать? Лучше Наташка посмотрит, что ей по размеру подойдет. Обувь у них точно одного размера. Так, дальше еще что? Ну ладно, посмотрим. Пришли, пошарили по шкафам, взяли все, что нужно. И вот сегодня уже было 40 дней. Илья предложил собраться всем на его стороне. Гостей было с десяток. Посидели пару часов, и Вера Николаевна позвала зятя на кухню, чтобы поговорить тет-а-тет. «Вот что, Илюш, я думаю, тебе надо знать правду», — начала теща. «До сих пор мы все тщательно скрывали, но не всю же жизнь тебя за нос водить. Даша не твоя дочь. Мне Эля сама об этом говорила. Ты уехал тогда на вахту, а на горизонте возник Юра, ее бывший парень. Ну, бес попутал девку, с кем не бывает. Эля еще напугалась, совета у меня спрашивала, хотела аборт сделать, но я настояла, чтобы она рожала, боялась ее дальнейшего бесплодия.
Так что, зятек, пусть у нас было не все с тобой гладко, но мне тебя искренне жаль сейчас. Оставь нам внучку, уезжай к родителям. Зачем тебе такая обуза, как чужой ребенок? Начнешь жить заново, женишься, своих детей еще нарожаешь. Илья побледнел. С одной стороны, теща несла полную чушь, но с другой стороны, все могло быть правдой. Дашка на него похожа только лишь тем, что у нее светлые волосы. А на лицо она один в один с мамой, маленькая ее копия. Илья видел в соцсетях этого Юру, и он тоже был светлый. Очень обидно будет, если так оно и есть, но от Дашки он отказываться не собирается, о чем и сообщил теще. «Ну что ж, тебе решать», — вздохнула Вера Николаевна. «Только ты сам потом от нее отвернешься. Жаль, что поздно будет». Тещина откровение буквально стояло у Ильи в ушах. Он не мог больше ни о чем думать. Оля уже стала собираться домой, и Илья не выдержал, вызвал ее на диалог. «Оль, скажи честно, мне хоть раз Эля изменяла? Только честно скажи, вы же подруги, теща сказала, что Дашка не моя дочь, а какого-то Юры». Оля присела на диван и попросила все рассказать в подробностях. Илья рассказал. Оля призналась, покачала головой и сказала: «Ну, во-первых, Вера Николаевна зря придумала про Юру. Я знала, насколько Юра омерзителен для Эли. Ее трясло даже от его имени. Этот гад сходил налево, а потом и ударил Элю. Она просто не могла тебя с ним изменить. Да и с кем-нибудь другим тоже. Я знала, как она тебя сильно любила. А что касается твоей тещи, это ее хитрый ход. Наташа мне рассказывала, что Вера Николаевна рвет и мечет от одной мысли, что в квартире ее бывшей тещи живет посторонний человек. Как ты знаешь, у Эли с Наташей разные отцы, поэтому она ничего не может сделать. Если рассудить логически, то им просто нужна эта квартира. Ты все бросишь и уедешь, а теща возьмет опекунство над ребенком, и квартира будет ее, а Наташке она свою освободит. Вот и все». Вера Николаевна приходила еще несколько раз, внучку проведать и повздыхать над несчастной участью зятя, который воспитывает чужого ребенка. Только вот через пару месяцев Илья перед тещей положил листок с тестом на отцовство, где значилось, что отец именно Илья. Как-то теща с тех пор охладела к внучке и почти не навещает.